Kawasaki-san, konnichiwa。我知道意大利市场900cc 摩托车类中的最慢的摩托车呀。好好。那话不多说了，咱们的试乘试驾开始吧。Мы поехали.好，再见。Поехали начинать наш обзор на Kawasaki Z Novecento. Dale un po' di gas. Ох, веселье. Первое, что сразу было замечено после Брутали. Фактически, да, конечно, мотоциклы разные, но будет интересно именно сравнить по живому, как говорится. Сразу сцепление. Это какое-то чудесное сцепление просто после Брутали, где нужно реально тренировать мышцы до того, как садиться на мотоцикл MV Agusta Brutale 1000 RS. Значит, здесь сцепление очень мягкое, вообще прям мягкое, изи. Коробка также показалась очень мягкой, прям очень мягкой. Мамма мия, да тут все вообще незаметно включается. Ух ты, Кацо! Ух ты, Кацо! Нифига себе! Да что у нас? Отключенный трекшн, что ли? Вот это он выписывает, блин. Слушай, что-то я не понял. Тут трекшн отключенный. Не, дождь, блин. Ё-моё. Ну капец просто. По посадке, что сразу можно сказать? Она намного более комфортна, нежели на Брутале. Руль находится выше. Тело несколько наклонено вперед, но дискомфорта какого-то это не доставляет. Я думаю, что 300-400 километров за сутки на этом мотоцикле, в принципе, можно будет сделать. Панель также установлена достаточно низко. Постоянно нужно опускать голову, чтобы посмотреть, что у вас там происходит на приборке. Подножки выше, чем у КТМ, задраны выше, но, блин, что-то мне палево даже открывать тут газульку, если честно. Так он заслайдил палево. На третьей передаче 120, нормально. Да. Блин, народ. Отдельная заслуга коробки, просто похвала коробки. Бурро, масло, ее реально незаметно. Работать не и одно удовольствие. Хотел вот тут газ немного дать, но, блин, с дождем опасно. Да, уперлись в отсечку. Посадка, в принципе, очень удобная. Седалище, сиденье очень комфортное. У него нет такого крутого гриппа, как у Брутали. Все сделано так, чтобы этот мотоцикл вас не напрягал в поездках на 300-400 километров. Дальше, конечно, будет жесть. Угол обзора зеркал. Он наикрутейший. Зеркала, я как понимаю, здесь установлены от того же Versys, то есть это какой-то уникальный пакет. О, выхлоп красивый выхлоп. Что по мотору-то сказать? Ну, мотор, да, тянет неплохо. Это гражданская, нормальная, адекватная 900-ка.
для новичка. Действительно. Отклик на ручку газа адекватный, мотоцикл не дергается. Блин, серьезно. Если у вас есть финансы, вы выбираете первый мотоцикл и хотите останавливаться на своем выборе сразу на несколько лет вперед, то, в принципе, да, я вам советую данный мотоцикл. Стоит у нас здесь выпуск от Arrow. Звучит он прикольно. Прям так красиво, красиво. Что реально круто, работа с газом, сцеплением. Вот это сочетание коробка, газ, сцепление, оно реально очень морбидо, очень мягкое. Пользоваться одно удовольствие. Идеально подойдет для новичка. Здесь нет той жесткости, какая есть на Брутале. Да, в принципе, да, по ощущениям. О, да, в режиме Road что поменялось? Тяга дается намного более плавно. То есть он немного думает, прежде чем отработать ваше движение на газу. Ветрозащита. Едем 70-80 км в час. Что скажу? Считаю, что здесь аэродинамика хуже продумана, нежели чем в Брутале. В Брутале действительно на подобной скорости вообще-то особо ветра-то не чувствуешь. А здесь прям чувствуется ветер в плечи, в грудь. Поэтому по аэродинамике здесь вот так небольшая вам заметка. Да, однозначно. 120, я уже чувствую офигенный поток ветра. В тело именно, в тело. Не в каску, а именно в тело. Да. Возвращаясь к панели, работа поворотника, вообще пульты и так далее. Блин, пульты здесь офигенные. Скажу прямо, они лучше, чем на MV Agusta Brutale Mille RS. Вот на MV Agusta нужно все как-то с надрывом, с натягом нажимать. Здесь в Каве, мне кажется, правда, сделали такой мод, что по мощности у нас 125 лошадей, почти сотка в ньютон-метра крутящего момента. Мотоцикл мощный. Но пользоваться этой мощью, вообще пользоваться мотоциклом очень комфортно. Вот сейчас у нас также есть огромный поток ветра, прям завихрение. Мотоцикл стоит стабильно. Так вот, возвращаясь про пульты, да. Пультам вообще никаких замечаний нет. Вот по тактильным ощущениям сделано здесь все реально очень качественно. Очень качественно. Претензий нету. Если вы хотите именно value motorcycle, мотоцикл, который отлично себя показывает в категории цена-качество, да, Z900, Z900, это ваш выбор. Так, подвеска здесь у нас стоит перья диаметром 41 миллиметров. Да, в принципе, претензий нету, она мягкая, морбидо. Тормоза. Дизайн этих тормозов мне реально откровенно не нравится. Вот эта Маргарита, которая везде ставит Kawasaki, блин, она меня напрягает, серьезно. Так удешевляет мод. Опа-на. Так, по эргономике торможения. Блин, что-то мне палево после того слайда, серьезно. Я вообще не понял, какого он, блин, просто в базовом каком-то вираже на второй передаче. И вроде я не откручивал так серьезно, но, блин, что-то он прям такие, не знаю, драг-рейсинг. Я вспомнил свои юные годы, когда я играл в Need for Speed, блин. О! Короче, каждый раз, когда пользуюсь коробкой, всякий раз хочется петь дифирамбы. Серьезно, ну, блин, ну, улыбка просто, улыбка. От пользования данной коробкой со сцеплением. Мультидисковая, ну, в общем, что об этом говорить.
Главное, самое же ощущение, вот, а ощущение, могу сказать, что, блин, пользоваться сцеплением коробкой намного более удобнее, чем на той же премиальном MV Agusta. MV Agusta реально как это, ну, хардкор, серьезно хардкор. К тому мотоциклу нужно привыкать. Здесь же просто сел и поехал сразу. Тормоза проверяем. Nissin 300 мм двойной диск. Блин, ну хорошо осаживает мотоцикл. Ох, делать перегазовки, конечно, одно удовольствие. Мотоцикл вообще не дерганый, в отличие от MV. Это гражданская техника, реально, ну, для новичка, блин. Который покатался более-менее на 400-ке, как я это сделал, и пожалуйста. Да, народ. Наверное, претензии вы мне там в комментариях напишите, пожалуйста, что не так, блин, ну ощущения у меня вообще какие-то палевные, закладывать этот мост в поворот. И не то, что он там завалится, а вот именно ощущение от резины. Не внушает она мне какого-то доверия. Вот чувствую, как будто я лечу в этом повороте. У меня нет вот этого ощущения, что я прилип, что у меня реально там плита, которая задник не сорвет. Ох, да, да. Гражданская техника. Гражданская техника. Я понял, что даст вам ощущение вот этого короля дороги, да, что вы сядете на мотоцикл и кажется, что вы полностью владеете всей ситуацией, но все равно держите голову на плечах, не нужно дебоширить. Ох, ну кайф, кайф. После MV-шки в MV другой кайф. В MV другой кайф именно реально хардкорного мотоцикла. Здесь кайф просто вот вы не хотите особо страдать, хотите эмоций, просто приятного времяпрепровождения с хорошим выхлопом 4 цилиндров и объемом 900 кубических сантиметров. Да, блин, кайфовый мотоцикл. Единственное, вот пока что претензия именно по рулежке, по управлению, это какая-то невнятная резина. Еще раз про сцепление. Почему все мотопроизводители не ставят такое же внятное легкое сцепление, как на Каве? Здесь выхлоп, его все слышат, но он не такой гулкий. То есть в MV просто такой гул в каску отдавал, что мама не горюй. Здесь же он гулкий, он презентабельный, но никакого дискомфорта райдеру не доставляет. С ним можно проехать и сотни километров, ничего не будет. Да, все-таки вот резина. Это я еще не закладываю ничего, но... Ох, мы поехали, поехали. Я, наверное, уже там в лимитер, да, уперся на 4-й. О, перегазовочки, друзья, это тот мотоцикл, да, стоит покупать только ради перегазовок, на нем их делать просто одно удовольствие. Ну, да, все-таки даже в режиме Road хочу заметить, что здесь есть вот эта противная ерунда, которой нету, кстати, в MV Agusta. Вот этот on-off, что мотоцикл немного дергается, вот в режиме 3000, да, есть вот эта противная нотка, что мотоцикл начинает вот клевать. Вот, закладывает мотоцикл одно удовольствие, да, чувствуется его вес, в повороте чувствуется его вес, но не чувствуется, блин, хорошей резины. Что-то сюда нужно другое ставить. Ну, серьезно, нет, не нравится. По посадке все я уже сказал, да, она в меру спортивная, с наклоном, с небольшим наклоном вперед. На 300-400 км в сутки проблем не будет. Единственная проблема — ветрозащита, ее здесь нет. И аэродинамика не так хорошо продумана. Мотоцикл стоит, если я не ошибаюсь, он самый дешевый в своем классе. Вследствие этого он очень популярен в Италии. Самая популярная 900-ка на дорогах. Часто ее вижу. Следующий конкурент, возможно, это МТХ. Вот МТХ. Да. В принципе,
этот мотоцикл работает на 7000 оборотах, как Брутали на 3, этот гул. Причем конкретно этот выхлоп Aero, да, в нем нет нет какой-то тональности, понимаете, то есть что вы на 4000, что на 8, да, он начинает звучать громче, но как-то того звучания оркестра не происходит. Что я имею в виду? Это изменение звука, характера звука двигателя мотоцикла. В MV-шке это есть. В MV-шке это есть. Там прям целый спектр. От низов до верхов. Здесь он как-то все... И может быть там уже к отсечке он начинает как-то петь по-другому. Но... Блин. О, задний тормоз, друзья мои, открытие. Задний тормоз все-таки на некидах существует. Он тормозит. Этот мотоцикл тормозит. Блин, ну какое палево мне в повороты его закладывать. Я не знаю, то ли это после Брутали такая тема, что кажется, там вообще мотоцикл в повороте ничего не держит. Либо резину под замену. Я вот думаю все-таки, что резину. Блин, ну слишком... Мотоцикл все легко перекладывается, но по гриппу вообще что-то ничего. Ничего нет. По электронике здесь есть Sleep Clutch Assistant, Corner KBS, конечно же, нету. Есть режимы работы двигателя. Да, вы можете настроить полную отдачу мощности мотора, либо урезанную. Это что за покемон? Либо урезанную. Для опытных райдеров мотоцикл заскучать вам не даст, но тут какого-то вот подхвата такого жесткого, что прямо с определенного диапазона оборотов вас там понесет куда-то в гиперпространство. Этот мотоцикл не про это, я думаю. Этот мотоцикл про спокойные, хорошие уикенды. Я бы охарактеризовал данный мотоцикл как комфортная гражданская 900-ка со 125 лошадиными силами, 100 ньютон-метрами крутящего момента, которые позволят просто сесть и поехать человеку с маломальским опытом вождения мотоцикла. Так вот считаю. Если у вас деньги, опять же повторюсь, и вам хочется naked bike, стоит ли покупать данный мод? Считаю, да. Цена, в принципе, не слишком дорогая. Расход топлива, да, в зависимости от того, где вы проживаете. В Италии, несмотря на его популярность, тем не менее, проблема данного мотоцикла какая? Он потребляет из-за своих 4 цилиндров достаточно много топлива. 5,8 литра. Многовато для Италии, но заряженные 125 лошадиных сил, что вы хотите. В общем, если вы проживаете там, где бензин стоит дешево, да, самая дружелюбная 900-ка. Окей, фига-то. На малой скорости мотоцикл также чувствуется вполне себе стабильным. Бум. Ох, нейтралочка-то, блин! После жести на MV. Это чувствуется мотоцикл-пижама, реально. Мотоцикл-пижама. Бум. Наша динамическая часть тест-драйва подошла к концу. Поговорим немного про статики, про электроники. Обратим больше внимания на этот аспект. В общем, дисплей здесь 5-дюймовый, да. Но что мне в нем нравится? Несмотря на то, что он меньше, чем у того же КТМ, да, у моего КТМ 390 Дюк, в принципе, здесь вся информация, которая требуется для каждодневного использования, она хорошо организована. Вот он и расход топлива, получается 12,6 километра на 1 литр. Ну, сами думайте. Жрет, конечно, этот кашалот больше, чем на бумаге кушает запредельно мощная MV Agusta Brutale Mille RS. В общем, к самой приборной панели у меня претензий каких-либо нету. Возможно, к дизайну, да. Вот эта шкала, да,
дополнительной информации, круто. К ней, в принципе, претензий никаких нет. То, что вынесено по бокам, все хорошо видно. Придирки, реально придирка, к которой серьезно относиться не стоит, это вот дизайн тахометра. Эта линия, я не знаю, что это, падающий метеорит, не знаю, следы падающего метеорита, ну как-то можно было, я думаю, возможно, сделать и обыграть все в стиле Kawasaki. Вот здесь в стиле Kawasaki, в этом курсиве показателя скорости и полоски тахометра, я считаю, нет. Вот. Его нужно прорабатывать. По передней части мотоцикла, опять же, хочу заметить, да, легкая сыпуха, тормоза, все с регулировками. Ощущение качественной сборки присутствует. Ничего не лифтит, не болтается. Панелька вся, то есть прикручена на нормальные, адекватные болты. Лючок бензобака тоже, ну, из такого индустриального металла. Никакой, конечно, премиальности в виде алюминия здесь нет. Но ладно. Пару слов о самом пластике, как он здесь прикручен. Претензий у меня каких-то особых по пластику на данном мотоцикле нет. Здесь, да, у нас установлен такой же экономный пластик, как у MV Agusta. Но прикручен он здесь на хорошие такие болты, он не болтается, он не лифтит. Пластик, который отвечает за эффект вау в этом мотоцикле, да, с окрасом в черно-зеленый ядовитый цвет. Качество хорошее, он не гнется, он не скрипит. Задняя часть не болтается, не скрипит, и ощущения тактильные от него крутые. Здесь 5 с плюсом я поставлю Kawasaki за пластик. С виду, сбоку, да, мотоцикл выглядит неплохо. Передняя часть мотоцикла выглядит неплохо. Седло выглядит именно на вид. Седло дешево. То есть оно не имеет какой-то, не знаю, ярко выраженной стилизованной формы, но всю работу оно делает на 4 с плюсом. Оно мягкое. Заднее сиденье вообще какое-то чрезвычайно жесткое. Мне кажется, его специально сюда установили, чтобы у вас не было мысли посадить пассажира, либо у пассажира, чтобы вообще не было мыслей, потому чтобы организовать с вами какую-то совместную поездку. Сиденье заднее здесь очень жесткое. Переходим вообще к боковой панели. Хотел поругать выхлоп, да, но здесь выхлоп установлен не стоковый, а от Arrow, что добавляет, в принципе, этой стилистики. Тем не менее, вот этот сам выхлоп Arrow такой трубчатой формы, я считаю, в стилистике Z не очень он вписывается сюда. Выглядит неплохо, то есть, конечно, если не продираться, все окей, все круто, но для меня, честно, здесь подошел какой-то выхлоп более с угловатыми формами. То есть это выхлоп, ну, на Триумф, на какие-то баки более округлых форм. Нужно что-то более асимметричное, угловатое, еще раз повторюсь, да, которое идет в унисон вот этим рубленным линиям Kawasaki Z. Подножки прорезиненные, респект за это. Лапка тормоза достаточно широкая, но уже, повторюсь, да, из своей динамической секции такое ощущение, что ногу нужно буквально задирать вверх для осуществления торможения. 4-цилиндровый мотор, каких-то эксклюзивных надписей выштамповых, что это Kawasaki версии Z Novecento 900 нет. Обойдем сбоку. Да, даже сбоку здесь ничего не написано, что это вообще мотор от Kawasaki. Сразу на передний вид тут выходит моноамортизатор. Установлен он практически горизонтально. Выглядит внушительно. Мне нравится. Ча-ча-ча. Далее маятник. Тут стоит заметить, что практически у всех японских мотопроизводителей есть вот эта, не знаю, черта, которая мне не нравится в дизайне. Это маятники. Они постоянно штампуют какие-то палки просто. Я не говорю даже про открытый маятник, просто говорю про маятник там с какими-то необычными формами, с ребрами, да, чтобы он был какой-то фактурный. Просто посмотрите, ну тут какой-то реально просто, не знаю, шпалу какую-то присандалили и все. Но это не дизайнерское решение для 900-ки, я считаю. Тормоза Nissin, окей, к ним претензий нет. Задний тормоз, в принципе, хорошо тормозит. Передний тормоз, претензий нет. Тормоза Promosi. Дизайн дисков вот мне не нравится, да, повторюсь. Постоянно Kawasaki
устанавливает диски Маргариты, я считаю, что они просто портят весь внешний агрессивный вид мотоцикла. Поставили бы даже круглые диски, было бы намного более адекватно и красиво, я считаю так. КТМ, Ducati, MV Agusta, они все ставят обычные нормальные диски. Почему ставят вот эти какие-то с виду выглядящие дешманским диски Маргариты, я не понимаю. Подвеска на официальном сайте я не нашел. Шоу или это Каяба, возможно, это все-таки шоу. Диаметр пера 41 мм. Официальный производитель не указывает. Что-то мне подсказывает, что здесь... 120 мм, 130, 125. Переходим к передней части мотоцикла. Вот самая, наверное, красивая часть мотоцикла, это именно передняя часть мотоцикла. Здесь видно, что дизайнеры действительно вложились. Передняя фара выглядит очень круто. Трехмерно, структурно. Сама именно фара, такое ощущение, что она выгравирована буквально и в многих плоскостях. Из-за этого создается вот этот эффект какого-то алмаза и головы, вот реально, живой головы. Да, еще хотел пару слов сказать про грипсы. Они здесь мягкие, все как мне нравится. Трогаешь грипс, блин, руль отпускать не хочется. Задняя часть мотоцикла, что у нас там? Да, на 180, окей. Выглядит все серьезно. Но, как я уже сказал, да, держака какого-то серьезного нет. Вот эта часть мотоцикла, да, она в принципе вся сделана прикольно, адекватно. Задний стоп-сигнал фирменной стрекозиной формы с надписью, которая высвечивается буквой Z. Выглядит тоже круто. Возможно, кому-то было мало информации по кнопочкам, да. Кнопочки здесь все, как я уже повторюсь, да, сделаны добротно, круто, у них очень хороший отклик, очень хороший ход, к ним не нужно тянуться. Скажу честно, да, по-честному, здесь пульты управления выполнены намного лучше, чем у MV Agusta. Регулировки подвески, по подвеске уже говорил, да, подвеска здесь полностью регулируема, сжатие, отбой, все это нужно делать вручную. Никакой электроники здесь нет. Значит, народ, резюмируя данный выпуск по мотоциклу Kawasaki Z900. По динамике, по рулежке, мотоцикл очень дружелюбный. Очень дружелюбный, в нем нет какой-то запредельной агрессии, которая испугает новичка. Для адекватной езды в черте города, для адекватной езды по автостралям, по магистралям, для веселых прохватов по извилистым дорогам где-нибудь в горах данный мотоцикл в принципе идеально подходит. Стоит, соответственно, дешевле, нежели его европейские аналоги. Качество Kawasaki давно зарекомендовано, поэтому если вам нужен value bike, да, мотоцикл с хорошей стоимостью, именно с хорошим соотношением цена-качество, я считаю, это отличный выбор. Единственной проблемой по цене будет являться его расход. Тут опять же все зависит от того, где вы проживаете. Расход здесь, сейчас посмотрели по бортовому компьютеру, действительно запредельный, почти 8 литров на 100 километров в час. 8 литров на 100 километров, но показатели, конечно, запредельные. Но с другой стороны, какие-то запчасти, ремонтные комплектующие, я думаю, на этот мотоцикл стоит гораздо дешевле своих аналогов. Поэтому, если вам нужен хороший стиль, хорошая динамика за адекватные деньги с несколько неадекватным расходом, то да, ваш выбор. И на этом, пожалуй, все. Мне лично мотоцикл понравился. Рекомендую его для новичков. Опять же, для новичков, которые не собираются в первый же день вписываться в какие-то столбы, у которых есть голова на плечах. Если вы боитесь данного мотоцикла, выбираете свой первый байк, но хотите иметь мотоцикл на много-много лет и оставаться с каким-то одним байком, попробуйте данный мотоцикл в режиме Rain. Здесь адекватная работа ручки сцепления, коробки, газа. Это, в принципе, я считаю тем превалирующим фактором для выбора первого мотоцикла. На этом наш краткий обзор Kawasaki Z900 подходит к своему логическому завершению. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, оставляйте ваши горячие эмоции в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, если хотите смотреть еще больше выпусков о мототехнике из Италии. Ci vediamo presto e grazie mille!